И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 4 марта, а сейчас, вы знаете, я сделал эксперимент, вернее, сделаю эксперимент. Мои сводки уже, которые я делаю сам, собирая с разных источников, вы уже постоянно видите, постоянно ждете. А вот давайте попытаемся рассмотреть ситуацию, как она выглядит согласно сводок Генштаба ВСУ. Ну вот казалось бы, да, Генштаб ВСУ должен давать другую сводку, потому что если мы посмотрим, а я утром показывал, как показывают, например, войну и те достижения, которые добились те или иные стороны, украинские СМИ на примере канала ТСН, то мы видим, что согласно украинских СМИ, действительно российская армия разгромлена, отбрасывается к границам и уже очень скоро Киев выиграет эту войну. Сразу забегая наперед, знаете, самое интересное, что вы увидите, это то, что официальные, подчеркиваю, официальные сводки Генштаба ВСУ абсолютно не похожи на то, что скармливает населению Украины. И я вам сейчас это покажу. Ссылку на эту сводку я даю в текстовой строке под видео. Любой желающий, ну правда в украинской версии, может ее прочитать. Здесь же я транслирую то, что говорит, подчеркиваю, это не моя сводка, это сводка Генштаба ВСУ на сегодняшнее утро. Переходим традиционно уже к Южному фронту. Итак, Генштаб ВСУ ждет десанта в районе Одессы и очень на самом деле сетует, что десанта до сих пор нет, потому что это заставляет растягивать силы ВСУ, изматывает их и не приносит никакого результата. Тем не менее, важнейший момент, который отмечен в Генштабе ВСУ, это то, что линия Вознесенск-Николаев в целом противником занята. Как по большому счету и занята вся северная часть Николаевской области, о чем, собственно говоря, я вам и говорю уже на протяжении второго дня. Причем то же самое по данным Генштаба ВСУ идет накопление сил, ударная группировка в районе Вознесенска у россиян формируется, и Киев очень боится того, что эта группировка дальше ударит через Южный Буг и отрежет всю Одесскую область от остальной Украины. Также Генштаб ВСУ подтверждает, что Запорожская атомная электростанция Энергодар теперь под контролем российских войск. Идет опять же накопление сил в районе Запорожья, медленно продвигается российская группировка вперед, она перегруппирована и готова к новому удару. А еще, и это самое важное, самое интересное, что вообще разбивает полностью в дрободан историю, вернее ту версию, которую еще вчера во второй половине дня выдвигали украинские телеканалы. По мнению Генштаба ВСУ, угроза с юга вокруг Харькова очень и очень серьезна. Причем это не просто угроза Краснограду, то есть охват Харькова уже не только с юга, но и юго-запада, но и украинское командование видит здесь угрозу на Московску, то есть уже Днепропетровской области. То есть командование украинских вооруженных сил видит у этой группировки потенциал не только отрезать Харьков с юга и юго-запада, но и подойти в непосредственную близость к Днепропетровску. Под Харьковом идут тяжелые бои, но здесь могу сказать, что в Дергачах до сих пор действительно идет тяжелый бой. То есть этот бой начался еще ночью и продолжается по сей час. То есть здесь пока без особых изменений. А вот в вопросе Сумской области очень интересное у Генштаба ВСУ разночтение с официальной киевской пропагандой. Напомню, вчера официальная киевская пропаганда рассказывала о том, что контрудар ВСУ имел успех и группировка украинских вооруженных сил чуть ли не вышла к государственной границе. Вернее, даже вообще вышла к государственной границе. Так вот, что пишет Генштаб ВСУ? А он пишет, что российская группировка находится на линии Зиньков-Гадяч. Как раз ровно на той линии, куда я ее и ставлю на протяжении последних дней. Как знаете, сейчас очень любят шутить. Российская группировка потерпела поражение и откатилась на 50 километров вперед. Вот это как раз об этом случае. То есть, оказывается, Генштаб ВСУ либо читает мои сводки, либо его сводки и мои в целом совпадают. А вот та лапша, который скармливает население Украины, в первую очередь господин Арестович, это все бред сивой кобылы, который вообще не стыкуется с тем, о чем отчитывается Генштаб Вооруженных сил Украины. Переходим дальше. По Киеву. В целом тоже та линия, которую я рисовал вчера. Генштаб ВСУ тоже ее полностью подтверждает. На околицах Броварова россияне находятся в районе Березани, то есть почти на трассе Киев-Харьков. Ну и на севере также украинский Генштаб отмечает желание и попытки российских войск продвинуться южнее трассы Житомир-Киев и атаки на линии Фастов-Обухов, то есть в районе Василькова. То есть, пользуясь случаем, хочу сказать, что сейчас идет очень упорный бой, опять же, в районе Гостомеля, Бучи, Ирпень. Гостомель, Буча в руках российских войск, а вот за Ирпень опять идет ожесточенный бой. Но это, опять же, более детально в следующей сводке. Итак, что мы имеем в итоге? Оказывается, последняя, а я не зря сказал, что вчера сводка ВСУ меня на самом деле порадовала. Оказывается, последние сводки ВСУ, Генштаб ВСУ у них выдает, да? Так вот, она полностью отвечает тому раскладу, который я вам излагаю на страницах своего блога. А вот тут бред, который несет официальная киевская пропаганда,
Он не стыкуется ни с чем. Даже с данными Генштаба ВСУ, которые выложены в открытой печати. И вот здесь я хочу задать вопрос тем уже моим уважаемым оппонентам, которые мне постоянно в комментариях говорят: Юрий, ты продался, ты все лжешь. А что, Генштаб ВСУ, он тоже продался? И он тоже все вам лжет? Или может вам лгут такие пропагандисты, как Арестович и центральные украинские телеканалы? По-моему, для любого разумного человека вывод очевиден. Хотя своих уважаемых оппонентов с той стороны информационного фронта на Украине я уже давно перестал считать разумными. У них в голове одни только эмоции. И не самые лучшие. Вот это примерно то, что я хотел сказать в этом выпуске. В следующем выпуске я уже дам свою сводку по итогу всех собранных мною материалов. Все, на этом пока все. До свидания. Подписывайтесь на канал. Ну и ждите следующего выпуска.